Привет, друзья! Добро пожаловать на канал «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык. Я нахожусь в Сальте. Город Сальта, провинция Сальта, Аргентина. Ху-ху! И сегодня в этом влоге я приглашаю вас совершить путешествие со мной и с моими друзьями. Путешествие по провинции Сальта и по провинции Хухуй. Посмотрим на интересные места и, конечно же, выучим новые интересные слова и выражения. Давайте начинать. В этот раз Сабрина идет в поход по-настоящему. У нее есть свой собственный супер рюкзак. Ну, рюкзак, конечно, мой, тащить ее мне, но Сабрина должна чувствовать себя максимально комфортно и благодаря вот этой хреновине, где хреновина, безопасно. Правда, другие люди не чувствуют себя безопасно, потому что когда я разворачиваюсь, я всех сношу. Вот так. Смотри, Сабрина, корова. Корова. Ну, привет, девочка. Ну, что это? Му, да? Как делает корова? Му, му. Да. Сегодня нас 7 человек. Как никогда много. Идем и гуляем по горам большой компанией. Правда, мы не знаем точного маршрута, поэтому нужно экспериментировать. А здесь, как всегда, мои любимые заборы. Мои любимые заборы. И вообще, кажется, маршрут закончен. Только начавшись, он уже закончился. Но это не точно. Так, путь мы нашли, но появилось препятствие в виде коров. Коровы преграждают нам путь. Ну что, как будем расходиться, коровы? Так, одна отошла. Хорошо. Ой, и вторая отошла. Ой, их там много. Ой, их там сколько. Сколько там коровок. Ой, как много. Они еще и камнями кидаются, да? Ого, это камень, да, упал вниз? Ну, вы, конечно, коровы прикольные. Вы, конечно, прикольные. Пойдемте, пока они снова не кинули в нас камень. Кажется, теперь понятно, почему озеро называется Родео. Потому что здесь коровы и быки. Ну, это мое предположение. Кстати, у нас не 7 человек, у нас 9 человек. Потому что у нас 7 взрослых и 2 детей. Илья, покажи нам одного ребенка. Вот это Клеопатра. Да, Клеопатра. Какая у тебя прикольная шапка. Вообще. А дорога, кстати, дерьмовая. Причем не в переносном смысле, а в прямом. Здесь повсюду коровье дерьмо. Вот. Поэтому идем по дерьмовой дороге. Но она классная. Классная дерьмовая дорога. Вот такие вот бывают в жизни вещи. Брина, кто там? Му! Му, коровы! Му! Да! Вау! Какие луга! Мы обычно говорим заливные луга. Когда такое видим, заливные луга. Много зелени, все зеленое. Сейчас осень, и удивительно, что в горах здесь, в провинции Хухуй, в Аргентине, что здесь все такое зеленое. Нас это прям удивляет, потому что солнце очень яркое, довольно жарко, но при этом все зеленое. Очень круто. Очень, очень, очень. Мы решили обойти озеро, но кажется, что с этой стороны озера нету дороги. И приходится карабкаться по камням. Вот Андрей пошел на разведку
смотрит, есть ли там как-то дорога вот так идущая. А еще там много кактусов, зацените, блин, кактусы! Кактусы, вот там целая просто, не знаю, в общем, куча кактусов растет прямо на камнях. Просто великолепно. Ну и закончилась наша прогулка купанием. Я уже искупался. Вода очень холодная, но ребята купаются и даже плавают. Это круто. Вид, конечно, бомбический. Какие интересные птички. Что это? Туканы? Или как их назвать? Просто фантастика. С большим разноцветным клювом и с красной задницей. В этот раз мы взяли машины в аренду. Поехали на арендованных машинах. Я еду на этой машине, а еще ребята едут вот на той машине. Дорога хорошая. Вокруг горы, машин мало, в целом все очень-очень клево. Ребята, посмотрите, какие виды, какие горы. Мы находимся в Пурмамарке, это город в провинции Хухуй в Аргентине. И одна из достопримечательностей — это разноцветные горы. И горы реально разноцветные. Паша, лови кепку. Поймает или не поймает? Поймал. Пахан, поймал? Отлично. Паш, лови мою тоже. Нет, моя не хочет улетать. Нет, шалость не удалась. И все эти горы сделаны из глины. Татуин. А сейчас мы решили немного прогуляться по самому городу Пурмамарке. Здесь интересные здания, они все как будто слеплены, как будто вылеплены из глины или слеплены из глины. А еще, смотрите, у этого дома дверь сделана, видите, из чего? Из чего? Из кактусов. Эта дверь сделана из сушеных кактусов. Вау! Здесь в городе куча продается вещей, здесь ярмарка. И, конечно же, мы не удержались и купили себе такие вот кофты. И это не просто кофты, это не синтетика, друзья, это шерсть ламы. Шерсть ламы. Посмотрите, какая офигенная штука. Одна для Юли, одна для меня. Я сейчас даже вам покажу, как она выглядит. А вы мне скажете, правильно я сделал, что купил, идет мне эта кофта? Или, может быть, вы скажете, что нет, Макс, зачем ты ее купил? Она тебе не идет. Итак, давайте немножко подальше, камеру чуть-чуть пониже. Ну как? Мне кажется, что выглядит классно.
И зимой будет очень тепло и очень прикольно. Она очень мягкая. И в отличие от шерсти, она вообще не колется. То есть не колючая шерсть. И, конечно, мы купили штучку для ББ, для Сабрины. Причем интересно, эта штука стоила $8, а это $14. Ну, то есть где-то еще в Аргентине найти какую-то интересную, хорошую, теплую вещь за такие деньги практически невозможно. Юля, что вы пьете? Это сок из банана и апельсина. Вкусный? Очень. Сладкий? Ну, как бананчик. Класс. Друзья, ой, солнце. Мы едем на Салинас Грандес. Это такие огромные соляные озера. Огромные соляные озера. И они находятся на высоте 4000... Отойду в тень. 4... А так меня не видно. 4000 метров, друзья. 4000 метров. Очень высоко. И здесь мне хочется рассказать вам про одно забавное растение, которое я сейчас жевал. Оно называется кока. Кока. Это вот такие вот листья. Вот так вот они выглядят, эти листочки. Надеюсь, что видно. Похоже на лавровый лист. Похоже на лавровый лист. Вот. И кока — это интересное растение, потому что местные индейцы использовали коку для того, чтобы бороться с горной болезнью. Когда ты поднимаешься в горы, у тебя могут быть разные проявления горной болезни. Например, головокружение, тошнота... Ох, листья. Или боль в голове, или еще что-то. И поэтому индейцы всегда использовали листья коки, клали их за щеку, да, и просто их там оставляли, просто их там жевали или сосали. Вот, и мы сейчас пробуем делать то же самое, надеюсь, это поможет. Кстати, раньше Кока-Кола на 1/3 состояла из коки. Собственно, Кока-Кола, потому что кока. А еще из нее делают какие-то наркотики, вот, и с этим растением борются. Но... В общем, это просто растение, а как уже его использовать, это зависит от человека. Такая вот история. Вот мы и доехали до Солончака. Он находится вокруг нас, а мы на небольшой территории, где парковка, где какая-то ярмарка, туалеты продают что-то поесть. И прикольно, что вот здесь такой навес, сделан навес из тростника. Из тростника крыша, а столы и скамейки сделаны, из чего бы вы думали, друзья, из соли. Вот это все соль, посмотрите. Все сделано из соли. Просто круто. Мы ехали по дороге и видели много кактусов. Но здесь соленый кактус. Я хочу попробовать его лизнуть. Так. Соленый. Соленый. Сейчас я лизну еще одну скульптуру. Соленая. Фу. Соленая.
Вот мы и непосредственно на солончаке. Вот он, посмотрите, солончак холодный, а солнце очень яркое и очень такое агрессивное. И интересно, что на этот солончак нельзя просто так зайти. Нужно брать экскурсию, покупать экскурсию. Для резидентов она стоит $6, чтобы проехать на одной машине. И один есть провожающий или гид, который на мотоцикле показывает тебе путь и, соответственно, рассказывает тебе про все, что здесь происходит. Насколько я успел понять, здесь добывают соль для разных вещей. Делают скульптуры, вот здесь, помните, которые я лизал, еще для чего-то используют и используют для того, чтобы есть, да, для потребления. Вот, соответственно, вот в таких бассейнах небольших как раз добывают воду, добывают соль для еды. Это пищевая соль. И, насколько я понял, когда идет дождь, то нужен дождь, и через какое-то время эти бассейны снова будут кристаллизироваться, как бы высыхать, и снова можно их будет использовать. Короче, эти бассейны восстанавливаются. Вот, очень интересно. Выглядит, конечно, все нереально. У тебя ощущение, как будто ты где-то зимой. Зимой, но в футболке. Не знаю, очень странное ощущение. Очень странное. Ну что ж, попробуем соленую водичку. Соленая водичка. Холодная, соленая. Не знаю, можно ли ее глотать, но очень, очень соленая. Фу. Не знаю, наверное, я стал ворчливым старым дедом, но я не люблю такие места, куда тебя привозят. И потом вот здесь тебе говорят, а вот здесь, ребята, сейчас фоткаемся, и все начинают фоткаться. Все начинают делать фото, видео для Инстаграма, подпрыгивать и делать фото, руки в стороны и делать фото, садиться как-то вот так делать фото. Ненавижу. Ладно, это какая-то моя персональная проблема, моя личная проблема, да, персональная плохо, так мы не говорим. Моя личная, хотя можно, но моя личная проблема. Вот, но да, не очень люблю я вот эту всю атмосферу экскурсий. Атмосферу экскурсий я не люблю. Ну вот так, ну, а что, ну вот так. Друзья, видите этот кактус? У меня такой же кактус рос в горшочке, горшочек с кактусом дома. Но я никогда не думал, что этот кактус может вырасти вот до такого размера. Посмотрите, посмотрите. Хо-хо-хо! Вот до такого размера, друзья. Ёлки-палки, а кровь пошла. Вот, никогда не думал, что он будет таким. И, конечно, я никогда не думал, что он может быть вот таким. Пойдемте посмотрим. Ауч! Друзья, добро пожаловать в кактусовый рай. Никогда я не видел таких огромных кактусов. Здесь есть и маленькие кактусы, какие-то вот такие всякие. И есть вот такие вот, а даже есть мертвый кактус. Мертвый старый кактус. О. Ну и, конечно же, вот такие огромные монстры. Просто кактусовые монстры. Охренеть, ребята. Колючий? О, какой колючий. Просто обалдеть. Кактусы, кактусы, кактусы. Сейчас я выплюну лист коки. Мы спускаемся с гор
и остановились, чтобы посмотреть на этот кактусовый сад. Просто капец. Сколько здесь кактусов, посмотрите. Кстати, не знаю, то ли листья коки подействовали, то ли еще что, но во время подъема и во время спуска голова не кружилась и не было никаких проблем. Я думаю, что листья коки работают.